Что важно знать? Как я сказала, да, беременность – это нормальное физиологическое явление. Я буду повторять это много-много раз и хочу, чтобы это как бы вошло в ваше мышление и чтобы вы тоже понимали, что беременность – это норма жизни. И не надо тут придумывать что-то новое, не нужно тут говорить, что все не так, потому что самое интересное, что люди намного спокойнее относятся к беременным лошадям, беременным коровам, беременным свиньям, беременным кошкам, беременным собакам. И как-то они очень-то придираются, не считают, что да, вот разводить какие-то породные виды животных, это ж хорошо, это ж как раз нормально. Беременеть все вот эти животные, это нормально. Но люди, они тоже беременеют, и поэтому нужно понимать, что это не исключение, это не болезнь, это всего лишь беременность. И, конечно же, изменения в организме женщины начинаются практически с первого дня, то есть зачатия, и постепенно увеличивается, и постепенно сами женщины уже могут обнаруживать эти изменения. Это не только, скажем, растущий животик, это и другие изменения. Также существует очень много различных показателей, то есть все-таки показатели для триместра. Потому что, вот смотрите, первый триместр – это одно состояние, второе – другое, третье. Особенно, когда женщина готовится к родам. Поэтому даже в течение триместра меняются показания нормы. И я буду приводить вам многие показатели по концентрациям различных веществ, как раз по триместрам, чтобы вы понимали, что разница существует не только от начала до конца беременности, но даже по триместрам. И, конечно же, все единицы должны быть выражены правильно, то есть существует так называемая международная единица. Мы давно уже отказались от каких-то других не очень популярных, то есть не совсем, скажем, местных единиц. Хотя в каждой стране могут быть свои единицы, но все-таки мы все больше и больше приходим к одному знаменателю, то есть мы приходим к международным единицам, по которым измеряют те или другие вещества в различных жидкостях человеческого организма. А теперь я хочу немножко рассказать еще о том, что почему при беременности меняются все эти показатели. Потому что я буду еще на эту тему говорить, но при беременности становится намного больше крови и появляется особенно много плазменной крови. Она увеличивается на 40, даже 50%. Это значит, что увеличивается просто объем крови. И я приведу вам такой очень простой пример. Плазменная часть – это как раз та часть, жидкая часть, которая не содержит ничего. И, собственно говоря, количество других ингредиентов тоже увеличивается, но не в такой степени, как именно вот эта плазменная, можно сказать, прозрачная часть крови. И вот что происходит? Я вам покажу очень интересный эксперимент. Если вы возьмете, например, заварку чая в стакане, это, например, состояние женщины до беременности. Это ее все вот здесь показатели крови и мочи тоже. И вот если, например, будете добавлять обычно чистую воду, и вы видите, как меняется окраска, собственно говоря, чай становится что? Разведенным. И то же самое происходит с многими показателями крови, то есть концентрация очень многих показателей меняется. И когда начинают измерять в единицах относительных, то есть такое-то количество на миллилитр плазмы крови или на миллилитр количества крови, то довольно часто эти как раз показатели неправильные, потому что у нас есть вот этот разведенный чай, у нас есть разведенная кровь большим количеством плазмы. Именно поэтому многие показатели отличаются от показателей у небеременной женщины, то есть там совершенно другие нормы, и это мы должны учитывать.